Чудо Валиевой. Великолепное катание на чемпионате России, отрыв 35 баллов от второго места. Читатели The Answer. Япония потрясло фантастическое выступление Валиевой на чемпионате России. Журналист The Answer называет результат Валиевой на чемпионате в Санкт-Петербурге фантастикой. Это выдающийся мировой рекорд, 283,48 балла. Читателя издания восхитило выступление юной спортсменки. Многие задаются вопросом: наберет ли Валиева в Пекине 300 баллов? В Санкт-Петербурге прошел предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию, на котором 15-летняя Камила Валиева выиграла золотую медаль с результатом 283,48 балла. Это мировой рекорд, превышающий установленное ею же ранее мировое достижение. СМИ России, как и судьи, высоко оценили это выступление-шедевр, включавшее 3 четверных прыжка. Замечательное выступление. В нем нечего совершенствовать. И это только начало. 15-летняя девушка по прозвищу Отчаянная получила путевку на Олимпийские игры в Пекине с небывалой программой. Помимо тройного акселя ей удалось чистейше исполнить 3 квада. Валиева набрала результат, который превысил мировой рекорд. Правда, он еще не признан официально Международной федерацией. И обошла Александру Трусову, занявшую второе место, на 35 баллов. Российская СМИ в своем флеш-репортаже высоко отозвалось о победе Валиевой. Особое восхищение вызвал ее четверной Сальхов. Это увереннейший квад в мире. Замечательное выступление. В нем нечего совершенствовать. Валиева абсолютно совпала с ритмом болеро. На наших глазах была переписана история фигурного катания. Когда были объявлены результаты, российские издания написали: это сумасшедший результат, 193,10 балла за произвольную программу, 283,48 балла в сумме. Правда, это мировой рекорд, не сертифицированный пока ИСУ, но в ближайшем будущем есть еще чемпионат Европы и Олимпийские игры. Это все еще только начало. Комментарии, которые Валиева сделала в эфире общенационального вещания. Я очень счастлива, что удачно и правильно выполнила обе мои программы. Я старалась изо всех сил, и, видимо, это дало результаты, сказала она. Думается, что на Олимпийских играх в Пекине она окажется мощной преградой для японской команды на пути к пьедесталу. Комментарии японских читателей. Валиева, Трусова, Щербакова. Да, это сильная Россия. Сакамото, Хигучи и Кавабе, к сожалению, при таком раскладе, от олимпийских медалей далеки. Так хотелось, чтобы на чемпионате показала себя Туктамышева. Единственная среди всех взрослая спортсменка. К сожалению, в нынешнем японском женском фигурном катании нет ни уверенных тройных акселей, ни квадов. Нужно начинать тренировки будущих чемпионов с самого детства. Тогда, может быть, будет результат. На японском национальном чемпионате у нас выделилась только Сакамото. А в России все 3 медалистки – звезды. Особенно Валиева продемонстрировала фантастическую технику. В Пекине на место на пьедестале еще может рассчитывать Сакамото, а дальше после Хигучи кандидатов нет. Просмотрела обе программы Валиевой. Фантастика. Прыжки по высоте и силе не отличаются от мужских. Поскольку в женском фигурном катании на Олимпиаде весь пьедестал будет занят россиянками, я лучше сосредоточусь на переживаниях за наших мужчин. К сожалению, если даже Рика Кихира попадет на Олимпиаду, больше, чем за бронзу ей бороться не удастся. У меня такое впечатление, что Валиева была рождена для фигурного катания. Меня поражает ее тройной аксель с поднятыми руками. Это фантастика. А я все равно буду болеть за Щербакову. Не исключено, что через год или 2 Валиева сойдет со сцены. У российских звезд фигурного катания спортивная жизнь довольно короткая. И техника, и выразительность у Валиевой очень высокие. Она, вероятно, тренировалась, много работала и добилась хороших результатов. Но поскольку сама ее страна является страной, которая разрешает использование допинга, все равно будут некоторые люди, которые будут в них сомневаться,
как бы она ни старалась. Я хочу благословить саму спортсменку, но ее страна остается виноватой. Бережно воспитывайте эту девочку и дальше, чтобы ее блестящая карьера не закончилась в 16 лет. Это определенно потрясающе, но не думаю, что выступление Валиевой настолько уж совершенно. Она производит впечатление машины для выбивания баллов. Похоже на скейт-киборга. Мне не нравится, что она поднимает руки при прыжках. Получается какой-то веретенообразный силуэт. Валиевой не хватает динамики, и она не так уж хорошо смотрится. В Японии тоже проводится общенациональный чемпионат по фигурному катанию. Но создается такое впечатление, что у нас с Россией это разные виды спорта. Мы отстаем от россиян на целый оборот. Когда Валиева готовится исполнить тройной аксель, то действительно производит впечатление отчаянной. Когда-нибудь она тоже заведет себе собаку Акита Ину. У россиян такие большие резервы фигуристок. Кто бы ни появился в японской команде, конкуренции им не составит. Кихира сегодня является единственным человеком в мире, который смог бы поспорить за медали с россиянками на Олимпийских играх в Пекине. Пожелаю ей, чтобы она оправилась от травмы, как наш Ханю. Думаю, что на следующих Олимпийских играх у россиян появятся новые звезды. В России выдающаяся программа тренировок в женском катании. Интересно, наберет ли Валиева на Олимпийских играх в Пекине 300 баллов? Интересно, что происходит с ее мышцами и скелетом. Уже сейчас она выглядит очень ладной и женственной. На чемпионате России она показала лучшую произвольную программу в карьере. Она была так увлечена своим выступлением. Мне это очень понравилось. Хочу, чтобы мои нервы были такими же крепкими, как ноги Камилы Валиевой. Она выступает на своем уровне. Потрясающее исполнение. Удивительно наблюдать за красотой Камилы на льду. Я так рада, что родилась в нужное время, чтобы стать свидетелем доминирования Камилы в фигурном катании. Она действительно выступает на другом уровне. Изначально я не была фанатом болеро в ее исполнении, но рост и развитие, которые мы видели с начала этого сезона, полностью изменили мое мнение. Камила уже несколько раз обновила свой собственный рекорд, что действительно похвально. Интересно, сможет ли Трусова победить Валиеву, если Саша исполнит все 5 квадов? Блестяще. Просто блестяще. Кажется, каждый год в России появляется новая фигуристка, которая поражает всех. Я не знаю, что команда Тутберидзе делает с этими девочками, чтобы сделать их такими сильными в техническом и ментальном плане. Почему другие страны не могут добиться подобного? Раньше ни один чемпионат мира или Олимпиада не обходились без американцев на пьедестале, но теперь этого не происходит.